Сегодня мы поговорим о лучшем из всех портретов Александра Сергеевича Пушкина, портрете, написанном его современником Орестом Адамовичем Кипренским. Портрет этот писался с натурой. Пушкину здесь 28 лет. И Пушкин не любил портретироваться. Он называл себя потомок мавров безобразных. И с таким отношением к собственной внешности он старался особенно на портреты не попадать. Поэтому со взрослого Пушкина, кроме этого портрета, был написан еще только один – Тропининым. Этот портрет был заказан одним из двух ближайших школьных друзей Пушкина – бароном Антоном Антоновичем Дельвигом, который сам был поэтом. В начале XIX века в Европе царил культ дружбы. Дружба считалась важнейшим человеческим чувством, которое должно собой пронизывать все прочие чувства людей. В дворянской среде или просто люди воспитанные, обращаясь друг к другу, говорили «мой друг». Это был домашний, обычный способ позвать человека. Дельвиг постарался вложить в голову художника Кипренского все свои понятия о Пушкине, всю свою любовь к нему, надежды, связанные с его огромным растущим талантом, и Кипренский все это замечательно понял и выразил. Пушкину понравилось то, что здесь выражено. После этого он уже рискнул заказать свой портрет Тропинину. Кипренский писал этот портрет зрелым человеком, а до этого юным посланцем Академии художеств он был в Италии. В ту пору художников, лучших выпускников Академии художеств посылали в Италию на длительную многолетнюю стажировку. И то, что они там видели, они никогда не забывали. И на этом портрете отразилось то, что художник когда-то увидел в Италии. Фигура Пушкина похожа на бронзовый бюст. Вот здесь рядом бронзовые бюсты эпохи Пушкина. У Пушкина были светло-серо-голубые глаза и темно-русые волосы. И художник подчеркивает в его волосах бронзовые оттенки, что было похоже на бронзовый памятник. Потому что подобные памятники древние греки и древние римляне ставили в память о великих поэтах древности. Тем самым Пушкин сравнивается с величайшими и древнейшими поэтами. Интересно, что в 28-летнем возрасте еще нельзя было твердо сказать, что именно Пушкин – солнце русской поэзии. Написан был Борис Годунов, частично начат Евгений Онегин. Может быть, в большей степени кто-то видел солнце русской поэзии в Вяземском или в Жуковском. За плечами Пушкина бронзовая статуэтка. В руках у женщины, одетой в древнегреческие одежды, кефара – музыкальный инструмент, который обычно держал в руках бог Аполлон, покровитель творчества. Но, оказывается, покровительство творчеству такая непростая задача, что даже древнегреческий бог не всегда справлялся. И у него было 9 помощниц, которых мы называем музы. Была муза астрономии, была муза истории, наука – это тоже творчество, а это муза лирической поэзии. Возможно, изображая эту статуэтку, Кипренский тоже вспоминал Италию. Во времена молодости Пушкина и пребывания Кипренского в Италии там происходили чудеса. Там раскапывали древнеримский город Помпею, погибший от извержения вулкана около 2000 лет назад. И художники со всего земного шара видели, как из-под слоя пепла, лавы, земли поднимаются чудесные творения далекого прошлого, в том числе подобные статуэтки. Фон вокруг головы Пушкина имеет цвет лаврового листа. Лавровым венком древние греки когда-то увенчивали победителей в музыкальных и поэтических состязаниях. И еще обратите внимание, художник сумел передать необычайную подвижность пушкинского лица. В лицее, где учился Пушкин, у него было прозвище «помесь тигра с обезьяной». Тигр за темперамент, обезьяна за подвижность лица. Как на неподвижной картине изобразить подвижное лицо? Если вы закроете затененную половину лица Пушкина и посмотрите только на светлую, там очень светлое, нежное, почти детское выражение лица. Если посмотрите только на темную, закрыв светлую, получится лицо почти демоническое. Вот эти стороны темперамента Пушкина художник сумел объединить в одном лице. Здесь есть приметы времени, которые нам сейчас не всегда понятны, но мы можем обратить на них внимание. Вот эту позу, в которой стоит Пушкин, не рекомендуют все учебники хорошего тона. Человек, старший в такую позу, становится либо сутулым, либо задиристым. Она не красит человека. А у Пушкина она получается удивительно легкой, стройной, прекрасной. Дело в том, что Пушкин никогда не забывал, что он из старинного аристократического рода. Для него это было чрезвычайно важно. Он потомок соратников Александра Невского и самого Александра Невского. Его прямой потомок был шафером на свадьбе королевы Елизаветы, ныне царствующей в Англии, а, как вы сами понимаете, туда абы кого не допускают. Художник очень тонко уловил разницу между расхлябанностью плебея и вольностью человека тонко воспитанного.
И обратите внимание на руки Пушкина. Многие говорят, женская рука. Нет, не женская. Там очень сильные пальцы. Там даже развиты мышцы фаланг пальцев. Но рука изящная, аристократическая, с удивительно ухоженными ногтями. У Пушкина есть такая фраза: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Это означало через день 3 часа подряд полировать ногти 20 щеточками, начиная с замшевой и кончая атласной. И вот тогда они так сияют, а вы дельный человек. Надо сказать, что это время не пропадало у дворян зря. За это время барин, а Пушкин ведь тоже барин, мог дать все распоряжения на текущие сутки управляющему имением. Ему могли прочитать письма, пришедшие в его адрес. Он мог продиктовать стихи. Единственной, наверное, стране Европы, где до сих пор сохранился мощный слой аристократии, влияющий на общественную жизнь, в Англии. Там до сих пор не принято в хорошем обществе говорить или намекать на то, как вы много работаете. Но выглядеть при этом надо, чтобы никто не задумывался о том, как ты трудишься. На самом деле вот эта форма щегольства, как ни странно, была формой скромности. И Пушкин это очень хорошо понимал и отразил это во многих своих стихотворениях. Он даже не очень любил, когда его называли литератором. Хотя свой труд литературный любил безгранично. Но на этом портрете акцент делается и на предков Пушкина, на то, кто он таков для начала XIX века. Это было очень важно. Если ты знаешь предков человека, ты все знаешь о нем самом. И в стихотворении, посвященном этому портрету, Пушкин говорит: «Да к Риму, Дрездену, Парижу известен впредь мой будет вид».